Всем привет! Сегодня предлагаю посмотреть обзор на новинку от китайской фирмы Great Wall Hobby – советский тяжелый истребитель Су-27 в 48 масштабе. Набор только-только вышел в свет, и я с пыру и жару сделал на нее обзор. И чтобы было совсем интересно, подключил еще два существующих набора в этом масштабе. Это модели от фирмы Hobby Boss. И Академия. Больше на моей памяти 27-ки в 48 масштабе не существует. Но если ошибаюсь, то поправьте. Начнем с самой свежей модели. От китайской фирмы Great Wall Hobby. В набор входят литники с деталями. Каждый литник индивидуально упакован в целлофановый пакет. Подвесное вооружение самолета, так же как и фюзеляж, упакован еще отдельно в картонную коробку. Инструкция. Декаль. Фототравление, одна металлическая деталь и схема окраски самолета. Стоимость набора составляет 6900 рублей, но сейчас у нас на сайте еще несколько дней будет действовать акционная цена 5600 рублей. Год выпуска 2021, но некоторые литники 2020 года. Перед вами верхняя часть фюзеляжа и киль самолета. Руль направления дан отдельной деталью. Прекрасная проработанная расшивка, вся клепочка, лючки – это все в полном объеме. Нижняя часть фюзеляжа и стабилизаторы. Воздухозаборники. Литник с большим количеством мелких деталей. Особо хочу обратить внимание на проводку стоек шасси. Обычно моделисты ее делают сами из проволоки. Здесь это действие не нужно, она есть в наборе. Вообще набор содержит достаточно большое количество деталей. Ну не такое огромное, как, например, в модели Су-33 от Minibase, но все же. Покрышки колес пластиковые, но очень хорошего исполнения, с эффектом нагрузки, с надписями на бортах и отличным протектором. Сделаны из одной детали, но диск отлит отдельно, что очень удобно при окраске. Хорошо проработан кокпит и приборная панель, но все равно легче и лучше заменить на цветное фототравление или 3D декали, которые, я думаю, скоро появятся в продаже. Два варианта сопел двигателей в рабочем положении и в стояночном, но их нужно собирать из нескольких частей, что не очень удобно. Ниши стоек шасси также отлично проработаны и прекрасно детализированы.
Радиопрозрачный обтекатель можно установить как в открытом, так и в закрытом положении. Кресло кабины пилота состоит из огромного количества деталей, целый литник. И есть привязные ремни, что редкость. В наборе 4 варианта подвесного вооружения. Первый из них — это блок неуправляемых ракет Б-13Л в количестве 4 штук. Управляемая авиационная ракета ближнего боя Р-73, управляемая ракета Р-27ЭТ и Р-27ЭР. Пилоны под каждый тип вооружения. Есть и сдвоенные. Литник с прозрачными деталями. Фонарь самолета сделан из 2 частей, что в принципе и логично. И самое интересное для меня было посмотреть, есть ли шов посередине. Вы удивитесь, но есть, а быть его не должно. Ну, видимо, технологии еще не дошли до бесшовного производства. Также в комплекте идет прозрачная пленка. И 2 маленькие платы фототравления. Металлический приемник воздушного давления. Вот это замечательная и незаменимая вещь. Потому что пластиковый либо гнется, либо ломается. Картонная карточка. Лист декали на 6 вариантов окраса. Лист декали с технической информацией. Лист декали для подвесного вооружения. Инструкция. Содержимое набора вынесено на отдельную страницу, вернее на отдельный лист. И прекрасная инструкция по сборке. Но инструкция и правда впечатляющая, цветная, подробная, ну прям конфетка. Отдельно даны схемы для окраски. Первый вариант — это Калининград 2003 год. Второй вариант также Россия, Крымск 2006 год. Третий вариант Су-27С, Красный 04, Россия, дислоцированный в Польше.
Вариант номер 4. Украинский ВВС, 2004 год, Полтава. Вариант номер 5. Су-27СК, китайские опознавательные знаки, 1992 год. И заключительный также Китай, апрель 1996 год. С этим набором все. Предлагаю перейти к следующей модели. Это модель от фирмы Hobby Boss. Второй набор – это набор от китайской фирмы Hobby Boss. Фюзеляж самолета нежно упакован в отдельный картонный лист. Имеется инструкция для сборки с цветной схемой окраски, литники с деталями, декали, резиновые покрышки колес и плата с фототравлением. Год выпуска модели 2016, цена 4800 рублей. Фюзеляж самолета на первый взгляд ничем не отличается от аналогичной модели Great Wall Hobby. Такая же прекрасная расшивка, нет следов толкателей, нет облоя и других ненужных неожиданностей. На киле руль направления также дан отдельной деталью. Сопла двигателей аналогично даны в двух положениях, но сделаны цельной деталью. Хорошо проработанный кокпит, но эта роль не играет, на мой взгляд. Все равно убирать все выступающее придется. Количество деталей в наборе меньше, чем у первой модели, и это хорошо видно. Стабилизаторы и диски колес. Стойки шасси сделаны без проводки и почти не проработаны ниши стоек. Передняя стойка шасси, диск колеса. Приборная панель предложена в двух вариантах. Кресло кабины пилота. Проработка проще, чем у ГВХ. Показаны привязные ремни. Два литника с пусковыми направляющими для ракет и пилоны. Два литника с подвесным вооружением. Представлены три типа ракет: Р-73Э, Р-27ЭР, Р-27Р. И в этом наборе их нужно будет собирать. Радиопрозрачный обтекатель. Литник с прозрачными деталями. Фонарь, состоящий из двух составляющих, и также имеет шов посередине, который нужно будет шлифовать. Три резиновых покрышки, но мне они не понравились. Очень сильно упрощенные, нет надписи на бортах, но зато имеет протектор. Ну, их лучше на замену.
Микроплатка фототравления. Лист декали на подвесное вооружение. Основной лист декали на два варианта окраса. Черно-белая схема сборки, сильно уступающая по блеску и гламурности схеме от ГВХ. Цветная вкладка по окраске модели. Оба варианта на ВВС России. Цветная вкладка по окраске и размещению декалей на ракеты и пилоны. И с этим набором все, переходим к третьей модели. Заключительная модель – это модель корейской фирмы Академия. Фюзеляж самолета, так же как и у Hobby Boss, упакован в отдельный картонный лист. Литники с деталями. Декаль, плата фототравления, инструкция, ну и собственно все на этом. Год выпуска набора 1993, стоимость 2800 рублей. Как вы уже, наверное, поняли, это самый старый, но самый дешевый набор. И очень долгое время это была единственная модель Су-27 в 48 масштабе. Здесь минимальное количество деталей, но качество литья даже для этого времени абсолютно нормальное. Есть споры по геометрии модели, по геометрии радиопрозрачного обтекателя, который давно уже есть скорректированный, и его можно купить отдельно. Рули направления также идут отдельными деталями, как и в предыдущих двух наборах. Воздухозаборники нужно собирать из двух половин, это несомненный минус. Сопла даны в одном варианте, и они очень неоднозначные. Колеса располовинены, также лучше на замену, как и кресло кабины пилота. Литник с ракетами и пилонами к ним. Косячный радиопрозрачный обтекатель. Фонарь с удручающим швом. Плата фототравления. Декаль на один вариант окраса. И инструкция. Ну, инструкция так себе, конечно. Собрать по ней, естественно, можно будет. Вариант окраса 1 на ВВС России. А теперь гипотетически представим, что мы купили модель фирмы Академия. Она у меня в принципе и есть, только УБшка. Цена 2800 рублей. Добавляем колеса, плюс 661 рубль. Колеса от фирмы ЭВМ. Добавляем ПВД от Amiga, 286 рублей.
Обтекатель Quick Boost 460 рублей. Кресло кабины пилотов Quick Boost 459 рублей. Выхлопы Айрес 1738 рублей. Ну и декали от Бегемот. Возьмем самую дешевую за 300 рублей. В итоге получается 6700 рублей. Выводы делайте сами. На этом и закончим. Приобрести все, что было показано в ролике, вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.